В эти дни мировые лидеры многих стран выражают соболезнования Турции в связи с трагедией на угольной шахте в районе Амасра, северной провинции Бартын, где в результате прошедшего взрыва в пятницу вечером погиб по меньшей мере 41 человек. По данным полиции, взрыв произошел на глубине порядка 300 метров. Ниже этой отметки могли работать 49 человек. Всего в шахте находилось около 110 горняков. Спасательная операция началась вскоре после взрыва. Для экстренной помощи раненым была задействована авиация. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сайлу сообщил журналистам, что 58 шахтеров были вызволены спасателями или выбрались сами. 11 из них получили травмы. Причины трагедии пока не установлены. Местная прокуратура начала расследование. По словам министра энергетики Турции Фатиха Данмеза, некоторые факторы указывают на то, что это мог быть взрыв скопившейся метановоздушной смеси. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган прибыл в Амасру в субботу. Глава государства пообщался с родными и близкими шахтеров, а также участниками поисково-спасательных работ. В своем выступлении Эрдоган подчеркнул, что власти сделают все, что в их силах, для предотвращения подобных трагедий в будущем. Несмотря на то, что мы не можем компенсировать потерю жизней или вернуть наших погибших братьев, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших. Однако оппозиционные политики уже возложили вину на правительство. Власть АКР МНР не принимает адекватных мер предосторожности на шахтах ради амбиций и наживы, жертвуя здоровьем рабочих ради накопления капитала. Мы еще раз выражаем соболезнования рабочему классу Турции и нашей нации в связи с резней рабочих в Амасре, которая возникла в результате отсутствия контроля в шахтах. Правящую партию обвинил также лидер правой антибеженческой партии Умит Аздак, заявивший, что произошедшее является не происшествием, а убийством. Для жителей Турции взрыв в Амасре стал болезненным напоминанием о других подобных катастрофах. В первую очередь о катастрофе 2014 года, когда пожар на шахте на западе страны унес жизни более 300 горняков и вызвал волну протестов в стране. Спасибо, дорогой зритель, за твой лайк и комментарий. Это очень важно. Если у тебя есть возможность, смотри нас через VPN-сервис. Реклама поможет монетизировать наш контент.